Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Junior. С вами, как всегда, Яна, и со мной на связи весь наш обновленный юниорский состав. Привет, парни! Всем привет. Всем привет. Привет, парень. Здорово. Как ваши дела? Отлично. Отлично. Все хорошо. Хорошо. Как Академлига? Насыщенные матчи. Это правда, Академлига идет полным ходом, но мы с вами ее обсудим уже после онлайн-стадии этого турнира, поэтому кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Сегодня мы с вами собрались, дабы обсудить и поговорить о лучших игроках 2021 года, ведь ни для кого не секрет, что в январе уже по традиции HLTV.org предоставляет нам 20 лучших игроков прошедшего года. И уже сегодня мы узнаем, кто станет 10-м игроком в этом рейтинге. Поэтому самое время и нам собрать топ-10 лучших игроков 2021 года по мнению команды Navi Junior. Я предлагаю перед тем, как мы перейдем к нашему рейтингу личному, обсудить тех игроков, которых уже анонсировали HLTV.org с топ-10 по топ-20. Кто вас удивил, кого вы не ожидали там увидеть, либо наоборот ждали, но не попал? Я не ожидал увидеть на Fly, наверное, потому что Liquid мало выиграли в этом году. Но, походу, HLTV... так как это, в принципе, топ игроков, возможно, это логично, что они его добавили, но я не ждал на Fly, так как у Liquid были плохие результаты, и у них сейчас кризис командный. Есть такое, согласна. Может быть, еще кого-то что-то удивило? Да, меня удивил Девайс. Я думал, он будет в топ-10, конечно же. Не удивило ли вас то, что Перфекто не попал в топ-20? На самом деле, чуть удивило, и выиграли все, что можно в этом году. Он, наверное, где-то на 21-22 месте, мне кажется. Мне кажется, чуть-чуть не хватило, но я бы, если бы я составлял список, я бы его добавил в свой топ-20, потому что он 100% заслуживает. Они, во-первых, командно очень круто сыграли, это был самый успешный год, и плюс, он индивидуально тоже круто играл, и брал важные клатчи, брал важные моменты. Так что, Илья, если что, не расстраивайся, если бы делал хэт-трик, то ты попал бы обязательно в топ-20 и в сердечко. Окей, давайте начнем... Вполне логично на 10-й строчке этого рейтинга. Кого мы поставим на 10-е место? Мы ставим Киндера, конечно же. И Киндера ставят, ясно все. И Киндера. Все согласны? Кстати, тут еще Робс, если я подумал. Робс 17. 18. Он уже был? Игрок не следит. Точно было же. Забейте, короче. Даю музов. Можем написать Робсу, что Робс, ты был топ-18, а сегодня мы решили, что ты топ-10. С повышением, братан. Я вообще забыл, если честно, про него. Мы за мало что выиграли. Так что, наверное, заслуженная строчка. Ладно, тогда все согласны с Киндером, думаю. И Киндер. Да, ребят, все согласны. Все согласны. А за что мы его ставим на 10-ю позицию? За хорошую статистику. Прикольный ник. За хороший скилл. Но он хорошо отыгрывает за Virtus.pro. У него роль опенграйгера, он лучше на этой роли, наверное, сейчас. Поэтому топ-10. Хорошо, тогда мы ставим на 10-ю строчку Екиндера. Окей, переходим к 9-й строке нашего рейтинга. Как вы думаете, кто там будет? Я думаю, это будет Джейм. Думаю, Алиджами. Угу. Я согласен с мнением своих командников. Других мнений нет. Наверное, Джейм тоже, да. Очень много в этом году СНГ игроков в топ-10 будет. Это хорошо для нашего региона. Это говорит о том, что мы в этом году доминировали, причем не только в Counter-Strike, но и в других дисциплинах. Valorant, Dota та же. Это не может не радовать. Джейм одноголосно, одностайно. Да. Мне кажется, Екиндар, Екиндар и Джейм примерно... На этом уровне. Да. Просто Джейм снайпер, и статистика как бы там не было лучше. Хорошо на ванах себя показывает. Кстати, Лати, как тебе Джейм как красивые волосы, смотрел на кем хорошо играет. А ты так определяешь, да, хороший снайпер или нет? Красивые волосы. Только по волосам, никак иначе. Хорошо. У нас Екиндер, Джейм, потом у нас топ-8. Кого поставим на эту позицию? Я бы поставил Акселя. Да ладно, Акселя? Да. Почему так далеко? Он достаточно хорошо играет на ланах, не знаю. Мне кажется, что топ-8 как раз для него. Я бы поставил Электроника, а Аксель, мне кажется, чуть повыше будет. Электроника на топ-8? Да. Там, по сути, некого больше ставить. Не, я думаю, должен быть. У нас Валера еще, остался. Скорее всего, Валера будет топ-8.
Я бы бита поставил. Ну, Аксель с Хоббитом должны быть чуть повыше, но они должны быть на одном уровне. Не, мне кажется, наоборот, то, что бит У и них- Аксель будут друг другом. У них по МВП вроде даже одинаково. Так что давайте определяться. Я бы бита поставил. Ну да, лучше бита, мне тоже Да, можно кажется. бита. Вы должны еще помнить, что Валера, он же играл не с самого начала этого года. Да, да. Это тоже имеет значение. Поэтому Тогда кого ставим мы Валеру. Ну, ставим Ставим, Валеру. да? Все согласны? Да. Валерчик, тебе от нас командный подгон, мы тебе выделяем 8-ю позицию. Надеемся, что ты в рейтинге Шелтиверк будешь еще ближе к топ-1, но пока что вот так вот. 7-е место рейтинга. Должен быть Аксель. Аксель на 7-м. Не, ну Думаете, Аксель... Аксель? Ну не, Аксель выше, то мне тут Не, не опять- мне кажется, Не, бит Хоббит Аксель... Аксель будут друг с другом, мне кажется. Хоббит 100% выше. Ну, Я топ-7. думаю, общим мнением голосованием команды Нави Джуниор это будет Аксель. Аксель. Не важно. Аксель. Лично мне кажется, что немножечко вы его занизили. Я бы его ставила немножечко выше, но в любом случае... Ну, в твоем топе он может повыше. В моем топе, Аксель, в моем топе. Лично ты там есть Перфекта, Робс, все-все-все, Валера топ-3. Хорошо, Аксель переходит у нас на 7-ю позицию. И впереди у нас топ-6. Электроник. Электроник. Я считаю, что будет Хоббит. Я думаю, тоже это будет Хоббит. Я думаю, что электроник. Хоббит, мне кажется, чуть получше был в этом году. И то, что типа Вертига топ-плеер и вообще в общем. Но Гамбит Типа, тоже если долгое время плане индивидуально, доминировали. мне кажется, то, что Хоббит будет 6 и... О, нет. Электроник будет 6 и 5-м Хоббит. Ну, я бы поставил Хоббита. Я бы также ставил я бы тоже Хоббита поставил, но они Согласен, ребят, канал Нави Джуниор ставим. ни одного лана вроде не выиграли масштабного. Типа командных достижений. Ну, у них есть, но мало, по-моему. Относительно, ну, команда Нави. Ну, ты не заняли топ-2 на последнем бласте. Не могли выиграть в финале, Нави. Но, короче, я ставлю Хоббита. Я тоже ставлю Хоббита. Я тоже ставлю Хоббит. Все ставят на Хоббита. Да. Хорошо. Хорошо, Хоббит. 6-я позиция уходит Хоббиту. И впереди у нас топ-5. Как вы думаете, кто же войдет? Конечно же, электроник. Топ-5, я думаю, электроник, да, Денис. Топ-5 электроник должен быть. Безусловно, электроник. Мне кажется, в принципе, наверное, и объяснения не нужны, потому что этот год, как вы уже правильно сказали, очень хорошо и продуктивно прошел для нашей команды. Как вам по Патроне, как вам его стиль игры? Очень крутой стиль, на самом деле. Он, ну, вот он в плане фишек, он круто знает. Он делает прикольные мувы, типа нестандартные. Там в смоку сидит часто. И это работает, и ну, за этим красиво смотреть. Он очень круто чувствует тайминги игры и типа понимает эту игру очень жестко. Да и механически он тоже неплохо. Хорошо, давайте тогда переходить уже к 4-му месту. И Я бы вот когда поставил- начнется война. Я бы поставил на 4-е место Шира. Я бы за его Серьезно? поставил. Да нет, я не согласна, я не буду писать Шира на 4-м месте. Все, я Почему? отказываюсь. Шира Да второе должен быть. Мне тоже кажется, Шидер, как его на 4-ю можно поставить. Ну, типа, 2-е, 3-е, но не Не, ну Шира четвёртое. точно не четвертый. Шира точно четвертый. Четвертое это сложное вообще место сейчас. Ну, мне определить. кажется, 4-й и 3-й это либо Зеву, либо Нига, потому что они оба в конце года только начали играть. Да не, Ника топ-3, мне кажется, зовут топ-2, ну, понятно, кто топ-1. А помимо мажора, что еще, какие были достижения у G2 в этом году? Не особо у них много достижений, наверное, было. И Но как он тогда попал в топ-3? Скажи, Проехали. пожалуйста. Не, ну это правда, я не У спорю. него он вот очень крутой рейтинг игрок. за последние 3 месяца 1.34, это на рифле. Но опять же, это под конец года. Ну, не знаю, мне кажется, то, что может решать, то, что он на мажоре прям лют сыграл, и типа он из-за этого попадет в топ-3. Но мне кажется, что топ-3 и топ-4 зову Ника 100%. И Ника может быть топ-3 из-за того, что он на мажоре Думаешь, сыграл. Шира топ-2? Ну, мне Да. так кажется, ну, потому что он провел типа весь год офигенно и ну не особо сбавлял темп. Ну, Шира стабильно, да, играл, согласен. Ну, короче, сложно, на самом деле. Ну, мне кажется, топ-4 будет зову, топ-3 Ника, ну дальше проехали, ребят. Ну, я бы не Но я бы за его поставил, все равно не. Я бы тоже за его поставил. За его только под конец года начал нормально играть, и на мажоре ну, он не так сыграл. То есть мне не кажется, что там особо зарейтит. Где-то плачет Ну да. один Матьербу. Просто сидит такой, что? Я был топ-1 2020 года, алло, какой топ-4? То есть вы считаете, что Зайву в этом году опустится на 3 позиции вниз и станет топ-4? Я так не думаю. Вообще, Аргументируй. на самом деле, Виталий же нормально играли. Типа, последние ланы они и в финале да. играли, и вообще...
ну, далеко заходили, довольно-таки. Да. И плюс, ну, Зайву, понятно, круто играл. Но они Нет. какое-то время были в инактиве, если не ошибаюсь, они же не играли. Ну, походу Ника будет топ-4 все-таки. Да, Ника должен быть топ-4. Ладно, ребят, я все понял. Ты все понял? Ника топ-4, ребят. Мне кажется, если бы он чуть раньше Включился бы, начал так вот так сказать. вот так вот прям жестко играть, то он бы был в топ-3, наверное. Согласен, Дадек полностью с твоим мнением, ставим ник. Мне нравится, как Влад меняет свое мнение, исходя из мнения Хатрика. Ой, согласен. Зайву, да, Зайву 100%. Ни в Ника, коем да, ну случае, ни в конечно, коем Ник. случае. Я не знаю, как это вообще прослеживалось. Хорошо, 4-я позиция уходит Ника. Ну и топ-3, самое, наверное, интересное. Ну, по крайней мере, топ-3, топ-2 100% интересно. Ну, топ-3 Зайву и топ-2 Широ. Соглашусь с мнением ребят. Я не знаю, мне кажется, Мне Зайву кажется, топ-2. Зайву топ-2 будет, да. До кого мы все-таки поставим, Зайву либо Шира? Да не, на Зайву он начал только под конец года играть, а Широ с начала года, поэтому Зайву на топ-3, а Тем Широ более на топ-2. Гамбит выиграли Ну больше да, турниров. Да. Да, ну тут сложно угадать на самом деле. Тут, Ну, как не знаю. халтовые поставят. да, на таком уровне, типа, ну, каждый каждого может там обыграть как-то. Ну, наверное, Зайву пусть будет. Все-таки Топ-3. Гамбит на самом А, деле стабильно играли. И вообще- Широ круто играл. Вот мне кажется, вот сейчас у них будет новый состав, они Виталити гораздо лучше будут играть. Ну, как по мне. У них тренер, Кстати, типа. как вам новый состав у Виталити? Новый тренер Зоник. Неплохо, Ну, интересно, что неплохо. получится. Я думаю, ну, вот мне интересно, как Апик с Зоником будут вместе что-то делать. Но, ну, в плане, как они будут там ставить игру и так далее. Но вообще крутой состав, мне нравится. Как вам другие решафлы на киберспортивной арене? Ну, Моуспорт, с Робсом интересно. с Робсом интересно. G2 хороший состав. Да, отлично. Ну, конечно, да. Да, Удивили, правда. так удивили. Да, мне Удивили. кажется, у G2 очень крепкий состав сейчас, на самом деле. Но И будет мне очень интересно посмотреть. Интересно, да, мне будет очень интересно посмотреть их действия, но Но там сейчас новый капитан и новый капитан, снайпер. так сказать. Снайпер новый у них сильный, на самом деле крепкий Ну, снайпер, очень. В любом случае, мне кажется, Пожелаем это ему мы- удачи. Пожелаем ему удачи, да. Желаем ему удачи. Да, и Илья, ты хоть с нами не знаком, но мы Да, желаем Илюха. тебе удачи. Как вам новый состав Моу Спортс? Дядя Ну, Бикей вернулся здорово. обратно. На самом Будет деле, видно. мне кажется, ну, Бикей неплохо играет, но мне кажется, могли взять помоложе игрока, и у них бы как-то свежее состав смотрелся. Торзи неплохо играет, посмотрим, как он будет Маузак играть в основе. Но мне кажется, вместо Бикей, может, там взяли бы какого-то Ксертионика с Мауза NXT или GDC. Мне кажется, ну, состав смотрелся бы, ну, как по мне, лучше бы. А какие-то еще решафлы, может быть, вас удивили в этом году? Может быть, в Академлиге новые беги, между прочим, прошли с первого места на Да, Ланы. да, на самом деле у них хороший состав. Бегол, ну, лучше, чем был, как по мне. Да, хотя если вернуться 1,5 месяца назад и сказать, что беги прошли на Лан с первого места, Ну да. ты бы не поверил. И это было бы вполне заслуженно. Ладно, мы Обыграли немножечко- Нави Junior, обыграли Young Ninjas, получается. Получается. Получается так. Но обыграли Нави Junior на одной карте. Все-таки. Это тоже надо помнить. Давайте вернем все-таки к нашим игрокам. На топ-3 мы все-таки ставим кого? Зайву? Зайву. Ставим Зайву. Наверное, последняя интрига, хотя это, в принципе, уже, наверное, и не интрига. Топ-2 и Симпл. Кого мы ставим перед Симплом? Широ, конечно. Широ. Широ. Поздравляем Симпла с топ-1. Тут, очевидно, все будет именно так. Ну и глядя на наш топ, хочу сказать, что Хатрик, ты изначально сказал, что очень много будет игроков из СНГ, и пока что в нашем топе только Ника и Зайву не из СНГ региона. Остальные все это наши парни. Это не может не радовать. Все ли согласны с этим топом? Я совсем Да, согласен, ребят. Не, но я бы поменял Зайву и Ника. Ника я бы поставил на 3-е место, Зайву на 4-е. Я соглашусь с мнением Андрея. Ладно, ты максимально стабильный игрок, мне нравится. Собеседник максимально стабильный. Да нет, А- мне кажется, то, что на мажоре типа зарешало, то, что Ника сыграл. Ну, куда больше будет веса, так скажем, в пользу Ника. Но так, я согласен с мнением Андрея, согласен с мнением Дани, ребята. Короче, это единственное, что бы ты поменял, да? Ника на 3-е, Зайву на 4-е. Все верно, все верно. Вот, кстати, 22, если не ошибаюсь, января мы уже узнаем весь топ 20 по мнению HLTV.org, и тогда уже можем сравнить. И, ребята, кстати, пишите тоже в комментариях ваш топ-10 в 2021 году.
будет интересно сравнить и посмотреть, кого же вы выделили за прошедший год. Ребят, я что могу сказать? Топ мне нравится, я практически совсем согласна. С чем я не согласна, я потом после 22 числа напишу, когда будет уже рейтинг Shell TV Org, чтобы знать наверняка. Ну и хочу сказать, что я надеюсь, конечно же, что когда-нибудь в каком-то году я зайду в топ-20 рейтинга Shell TV Org и увижу ваши ники. Спасибо, мы будем Спасибо, стараться. будем стараться. Мы будем стараться. Спасибо, мы будем стараться. Вам огромное спасибо за то, что помогли мне составить топ, высказали свое мнение. Друзья, Прощайся. спасибо большое. Ребят, вам тоже огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Конечно же, ставьте нам лайки и пишите в комментариях ваш топ лучших игроков в 2021 году. Всем огромное спасибо, всем пока-пока. Пока. Пока. Всем пока. Пока.